Думаете, львы и акулы – самые страшные хищники? Тогда вы точно не встречали этих существ. Где они прячутся и насколько опасны? Узнайте прямо сейчас, как природа создала таких монстров. Я нашел 10 существ, которые выглядят как кошмар наяву и могут убить одним движением. Хотите узнать, что скрывает наш мир? Тогда вам сюда. Этот гигант может пробить кость одним ударом. Именно так погиб Стив Ирвин. Когда речь заходит об опасных водных существах, большинство сразу вспоминают о белых акулах, но настоящий титан скрывается в пресных глубинах Юго-Восточной Азии. Гигантский пресноводный скат. Это существо настолько могущественно, что его удар способен перевернуть лодку, а его смертоносный шип, острый как клинок, может пробить кость одним молниеносным движением. Под спокойной поверхностью мутных рек скрывается массивное тело ската, длиной до 7 футов и весом свыше 600 фунтов, что делает его одним из самых устрашающих обитателей пресноводного мира. Его кожа, казалось бы, безобидная и гладкая, таит в себе секрет – длинный ядовитый шип, готовый в любой момент нанести удар. Этот шип не только механически повреждает ткани, но и вводит в кровь яд, который действует почти мгновенно, вызывая паралич и резкое падение жизненных функций. Истории очевидцев и документальные кадры встреч с этим водным монстром поражают воображение. Многие рассказывали, как спокойное плавание оборачивалось борьбой за жизнь за считанные секунды. Вспомним трагический случай с Стивом Ирвином, легендарный натуралист, который стал жертвой этого зверя. Его смерть навсегда останется символом того, насколько непредсказуемой и жестокой может быть природа. Ученые продолжают изучать механизмы действия яда гигантского ската, пытаясь понять, как один удар способен разрушить целую систему организма. Каждый его удар – это холодный, расчетливый акт эволюции, где сила, скорость и смертоносная эффективность соединяются в едином моменте, изменяя ход событий. Эта встреча с Титаном – напоминание о том, что даже в кажущейся безмятежности пресных вод скрываются угрозы, способные в одно мгновение лишить вас всего. Этот паук убьет вас за 15 минут. Просто не заметите, как это случится. Вы думаете, что пауки – это просто безобидные существа, но представьте себе сиднейского лейкопаутинного паука, чей яд настолько смертоносен, что за четверть часа он способен лишить вас жизни. Его укус – мгновенный старт биохимического шторма в вашем организме. Как только его острые клыки проникают в кожу, яд начинает распространяться по венам, блокируя передачу нервных сигналов, что приводит к судорогам, параличу и резкому падению жизненно важных функций. Этот теневой убийца предпочитает скрываться в самых неожиданных местах, от темных уголков старых домов до заброшенных складов и даже уличного мусора мегаполисов. Его темное, почти черное тело с блестящим коричневым отливом идеально сливается с окружающей средой, позволяя незаметно подкрадываться к жертве. Когда наступает ночь, он выходит на охоту, и в тусклом свете луны его взгляд кажется особенно пугающим, предвещая неминуемую опасность. Укус этого паука запускает серию быстрых и необратимых процессов. Яд мгновенно начинает разрушать нервные окончания, а мышцы, лишенные сигналов от мозга, начинают судорожно сокращаться. Свидетели описывают этот момент как переход из обычного сна в кошмар, где каждая секунда тянется в вечность. Ученые в лабораториях изучают молекулярную структуру этого нейротоксина, надеясь однажды создать противоядие, которое сможет спасти жизни, однако до сих пор природа остается непримиримой в своей жестокости. Каждая встреча с этим теневым убийцей – это не только физическая боль, но и глубокая психологическая травма. Его присутствие заставляет задуматься о хрупкости жизни и о том, как даже самые малые существа могут изменить исход целой жизни в считанные минуты. Думали, что самые опасные хищники обитают в океанах? Ошибаетесь. В глубинах африканских рек, где мутная вода скрывает не только течение, но и тысячи нераскрытых тайн, обитает существо, способное пробить кость одним ударом. Настоящий пресноводный убийца, чьи зубы острее бритвы и чья атака молниеносна, как удар молота. Вид хищных лучеперых рыб обитает в водах рек Конго, Замбези и других африканских систем, где каждое движение воды таит угрозу. Ее зубы, идеально заточенные и сверкающие в полумраке, созданы для того, чтобы моментально разорвать плоть жертвы. Секунда атаки, и уже невинное существование превращается в кровавую сцену, где каждое движение становится последним. При встрече с этой рыбой ее группа действует как единое целое. Синхронная атака стаи превращает спокойное плавание в настоящий водный кошмар. Удар не только механически разрушает ткани, но и вызывает мгновенное шоковое состояние у жертвы. Молниеносное проникновение ее зубов запускает серию биохимических реакций. Яд, выделяемый при укусе, моментально нарушает работу сердечно-сосудистой системы, снижая артериальное давление до критических значений и оставляя организм без возможности сопротивления. Даже крокодилы, признанные хозяевами рек, обходят
обходят эту рыбу стороной, осознавая всю смертельную мощь ее атаки. Современные исследования показали, что эволюция наделила не только прочными зубами, но и исключительной выносливостью, позволяющей ей сохранять молниеносную скорость в любых условиях. Каждый ее удар — это холодный, расчетливый акт природы, способный за доли секунды изменить ход событий. Водная стихия, где царит эта рыба, напоминает нам, что даже в кажущейся безопасности пресных вод скрываются опасности, способные привести к мгновенному и необратимому поражению. Речной монстр, созданный для убийства, это живое доказательство того, что природа не делает исключений. В тех тенистых глубинах, где вода скрывает свои истинные намерения, каждая встреча оставляет неизгладимый след в памяти. Готовы ли вы окунуться в мир, где даже тихая река может обернуться ареной для жестокой схватки, и каждая капля воды способна стать последней? Он не плетет паутину. Он идет за вами сам. И если он укусит, счет идет на минуты. Представьте себе создание, которое выходит из темных уголков ночи, не ожидая удобного момента для засады. Этот паук, известный как бразильский странствующий паук, не тратит время на создание ловушек. Он охотится, преследуя свою жертву с неумолимой решимостью. В мгновение ока он перемещается из тени в тень, незаметно приближаясь к своей добыче. Его яд — настоящий нейротоксин, который поражает нервные окончания и стремительно блокирует передачу сигналов по мышцам. Уже через несколько секунд после укуса начинается мучительное параличирование. Мышцы, отвечающие за дыхание и движение, сходят с ума, а тело погружается в состояние полного паралича. Резкая, пронизывающая боль охватывает каждую клетку, превращая минуты в вечность. Ученые отмечают, что эффект яда не ограничивается мгновенной агонией. Укус может вызвать длительные и мучительные судороги, а у мужчин даже наблюдается редкий побочный эффект в виде продолжительной болезненной эрекции, подчеркивающей всю беспощадность атаки. Эта агрессивная тактика делает бразильского странствующего паука живым оружием, от которого не уйти. Он не ждет, пока вы окажетесь в безопасном месте. Он выходит из укрытий, чтобы незаметно преследовать и атаковать. Его ярко светящиеся глаза, отражающие затаенную решимость, заставляют сердце учащенно биться, а каждая встреча с ним оставляет не только физические шрамы, но и глубокую психологическую травму. Местные жители передают истории о ночных вылазках, когда даже самые отважные охотники замирали от страха перед этим коварным убийцей. В мире, где природа нередко оказывается жестокой и непредсказуемой, этот паук является ярким напоминанием. Даже самые маленькие создания могут нести огромную угрозу. Он выглядит как персонаж мультфильма, но одно прикосновение, и у вас начнется анафилактический шок, способный в считанные секунды лишить вас сознания. На первый взгляд, этот маленький примат с большими выразительными глазами и пушистой мягкой шерстью кажется воплощением доброты и беззаботности. Однако за этой безобидной внешностью скрывается смертельная тайна, о которой мало кто догадывается. Специальные железы, расположенные на его локтях, вырабатывают мощный яд, который при смешивании со слюной превращается в коварное оружие природы, способное запустить серию молниеносных реакций в организме человека. Его токсин — не просто химическая субстанция, а тщательно отточенный биологический агент, созданный для стремительного уничтожения. При контакте с кожей яд моментально проникает через мельчайшие поры, вызывая резкий приступ анафилактического шока. Дыхание сбивается, мышцы отказывают, и организм мгновенно погружается в состояние полного паралича. Ощущение от этого удара — резкая пронизывающая боль, дезориентация и чувство безысходности, которые могут преследовать жертву еще долго после контакта с ядом. Исследования в густых тропических лесах показали, что этот ядовитый примат не случайно обрел столь смертоносные способности. Его яд активируется даже при незначительном изменении химического состава кожи, что делает его особенно опасным для случайных прохожих. Помимо того, что его яд мгновенно блокирует нервные импульсы, он также нарушает работу клеток, что приводит к необратимым повреждениям внутренних органов. Экологи отмечают, что подобное оружие природы служит эволюционным механизмом защиты, однако для человека встреча с этим существом может обернуться катастрофой. Этот ядовитый примат — живое доказательство того, что природа способна скрывать смертельную мощь за обликом самой безобидной внешности. Его присутствие в тропических лесах напоминает нам о хрупкости человеческой жизни и необходимости всегда быть начеку. В тех тенистых глубинах, где каждая тень полна жизни и там скрытых опасностей, даже самое милое существо может оказаться источником невообразимой угрозы. Каждый его удар — это предупреждение, которое звучит громко и ясно. Природа не прощает беспечности, и иногда именно самые маленькие создания способны изменить ход событий в одно мгновение. Один неверный шаг, и все,
Ее яд действует за секунды и шансов спастись нет. Эти слова описывают реальность встречи с кубомедузой, созданием, которое на первый взгляд кажется нежным и почти прозрачным, словно хрупкое стекло, колышущееся на поверхности спокойных вод. Но за этим обманчиво мирным обликом скрывается поразительно сложная система. Миллионы стрекательных клеток, равномерно распределенных по длинным извилистым щупальцам, готовы в одно мгновение выпустить смертоносный токсин, который моментально парализует нервную систему человека. Купол медузы, похожий на легкий купол из хрусталя, оберегает эту сеть, создавая иллюзию безвредности и обманывая даже самых опытных пловцов. Строение этого морского создания – настоящий шедевр эволюции, где каждая деталь отточена до совершенства для быстрого и эффективного воздействия. При малейшем контакте с ее щупальцами яд мгновенно начинает действовать, нервные окончания прекращают передачу сигналов, мышцы судорожно сокращаются, а сердце словно замедляет свой ритм до полной остановки. Ощущение боли и ожоги от яда сравнимы с ожогом от жидкого огня, превращая мир в настоящий ад на земле в считанные секунды. Кубомедуза не просто морское создание, а живой механизм смерти, где каждая клетка становится смертоносным оружием природы, способным нанести роковой удар и оставить за собой шлейф разрушений. Ученые уже давно изучают эту загадочную структуру, и каждое столкновение с кубомедузой становится уроком для морских биологов. Современные исследования показали, что даже малейшие колебания воды активируют ее стрекательные клетки, и ее щупальца, извиваясь в ритме океанских течений, создают обманчивое ощущение безопасности до того, как в одно мгновение обрушится смертельная атака. Наблюдения с использованием новейших технологий позволили зафиксировать, как яд, выпущенный этой медузой, изменяет молекулярную структуру клеток жертвы, приводя к необратимым повреждениям. Истории выживших и документальные кадры встреч с этим чудовищем до сих пор поражают воображение и заставляют трепетать перед силой природы. Эта кубомедуза — символ того, как природа способна скрывать смертельные угрозы за фасадом красоты. Ее смертоносное сияние служит постоянным напоминанием о том, что даже в самых спокойных водах скрываются опасности, способные за мгновение изменить все. Природа не прощает беспечности, и каждая встреча с этим созданием оставляет неизгладимый след в памяти тех, кому посчастливилось пережить ее ярость. Этот паук ждет вас прямо под ногами, вы даже не заметите, как яд уже начал разрушать ваше тело. В безжизненных просторах африканской пустыни, где каждая песчинка кажется безобидной, скрывается настоящий убийца. Шестиглазый песочный паук, коварный хищник, растворяющийся в жарком песке, оставаясь незамеченным до самого решающего удара. Его крошечное тело, едва различимое среди бескрайних дюн, оснащено ядом, столь разрушительным, как лезвие ножа, мгновенно проникающим в ткани и кровеносные сосуды. Секрет его смертоносности кроется в непревзойденном мастерстве маскировки. Сливаясь с окружающей средой, он прячется так искусно, что даже самый неосторожный шаг может оказаться роковым. Внезапно, словно из ниоткуда, его тонкие конечности, подобно стремительным копьям, вырываются из-под песка, нанося удар, о котором вы узнаете уже слишком поздно. Яд начинает незаметно, но неумолимо разрушать ваше тело. Эта безмолвная угроза служит напоминанием. Природа не прощает ни малейшей неосторожности. Шестиглазый песочный паук – живое доказательство того, что даже в самой, казалось бы, пустынной и безжизненной местности могут скрываться смертоносные тайны, способные парализовать нервы и оставить неизгладимый след в памяти. Под палящим африканским солнцем опасность подстерегает на каждом шагу, готовая нанести решающий удар в самый неожиданный момент. Это создание тоже выглядит красиво, правда? Правда в том, что оно не простит вам даже одного легкого касания. Этот морской убийца, известный как португальский кораблик Физалия физалис. Не просто медуза, а целая колония организмов, слившихся в одно смертоносное целое. Внешне он манит своей сказочной красотой, яркий воздушный пузырь мерцает на солнце. Однако истинная угроза кроется в его длинных щупальцах, которые могут достигать десятков, а порой и 40 футов, словно нити древнего морского демона. Его щупальца, усеянные мельчайшими стрекательными клетками, действуют с пугающей точностью. Даже едва заметное прикосновение превращается в мучительный ожог, сравнимый с пылью адского пламени. Каждое касание — это мгновенный удар, способный парализовать мышцы и в считанные минуты остановить сердце, оставляя вашу кожу в огненном ожоге. Обитая в теплых водах Атлантики, Индийского и Тихого океанов, этот живой механизм смерти известен человечеству с древних времен. Он обманывает своей иллюзорной красотой, заставляя забыть о скрытой угрозе, а затем, как вспышка молнии, обрушивает на вас всю силу природной ярости. Готовы ли вы приблизиться к этому морскому убийце? Каждый его порыв — вызов нашим представлениям о безопасности, напоминание, что даже самые завораживающие красоты океана могут таить в себе смертельную опасность. Португальский кораблик — живое доказательство того, что природа не прощает самодовольство, а ее тайны могут обрушиться на вас внезапно и без пощады. Выглядит красиво, правда? Только одно прикосновение, и ваша кожа будет гореть как в аду.
Именно таким парадоксом является ужасный листолаз. Ярко-желтая лягушка, чья длина всего около 2 дюймов, но яд которой мощен настолько, что 1 грамм этого токсина способен уничтожить до 100 тысяч человек. Забудьте о стереотипах. В гуще тропического леса скрывается маленький биологический атомный заряд, который местные племена Колумбии веками используют для смазывания наконечников стрел, превращая охоту в игру со смертью. Это не просто научный факт, это сигнал, что даже самые крошечные создания могут быть устроены так, чтобы бросить вызов законам природы. В естественной среде, где тропический лес пестрит разнообразием насекомых и мелких животных, листолаз вырабатывает яд, сравнимый по разрушительной силе с современными химическими оружиями. Но вот парадокс, когда ее лишают специфической диеты, эта крошка теряет часть своей смертоносной мощи, словно магия исчезает вместе с нужными компонентами. Представьте себе, вы идете по тропическому лесу, и где-то среди густой зелени мелькает эта маленькая лягушка, настолько неприметная, что большинство никогда бы не поверили, что она способна остановить сердце взрослого человека. Но именно в ее ярких, почти кричащих цветах кроется смертельная опасность, которая заставляет кровь стынуть в жилах. Это не просто биологический курьез, это живое доказательство того, что природа не прощает легкомыслие и способна создавать настоящие смертоносные механизмы даже в миниатюрном размере. Готовы ли вы осознать, что в глубине тропических лесов, где жизнь бурлит и каждое мгновение испытания скрывается настоящий убийца? Здесь, в этом таинственном мире, каждая капля яда, как удар молнии, способный в одно мгновение перевернуть жизнь. Это не рассказ из старых документальных передач. Это вызов, который обрушивается на вас неожиданно, заставляя задуматься о том, как мало мы знаем об истинной мощи природы. Эта мощь не просто внушительна, она реальна и смертоносна. Его массивное тело, созданное для охоты с челюстями, способными схватить не только рыбу, но и целых пингвинов, превращая их в легкую добычу за считанные секунды. Ледяной охотник поджидает свою жертву у края льда, готовый нанести удар, сравнимый с мощью ударного молота. Только подумайте, в самых отдаленных водах Антарктики, где царит безмолвие и безжалостная стихия, прячется настоящий убийца – морской леопард Hydrurga leptonix. Это не легенда или сказка, а документально подтвержденная реальность, способная заставить ваше сердце биться чаще. Забудьте о привычных образах опасных тварей из темных джунглей. Здесь, в царстве вечного льда, природа обрушивает свою мощь в виде гигантского хищника, длина которого может достигать 11,5 футов, а вес около 1300 фунтов. Эта мощь не просто внушительна, она реальна и смертоносна. Его массивное тело, созданное для охоты, с челюстями, способными схватить не только рыбу, но и целых пингвинов, превращая их в легкую добычу за считанные секунды. Ледяной охотник поджидает свою жертву у края льда, готовый нанести удар, сравнимый с мощью ударного молота. А уж инцидент 2003-го, когда во время научной экспедиции биолог Кирсти Браун стала жертвой внезапной атаки этого зверя, настоящий шок для всех, кто думал, что опасность скрывается только в диких джунглях. Вы можете даже не подозревать, но ареал его обитания не ограничивается холодными водами Антарктики. Эти кровожадные хищники периодически появляются у побережий Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии, подтверждая, что география не может укрыть истинное лицо опасности. Его рацион, включающий рыбу и морских млекопитающих, делает его ключевым игроком в экосистеме, где каждая мелочь имеет значение. Этот морской леопард не просто гигант, а символ вечного противостояния жизни и смерти, где каждая секунда может стать роковой. Готовы ли вы окунуться в мир, где ледяные воды таят в себе реальную угрозу, способную разрушить привычное чувство безопасности? Здесь, среди ледяных просторов, каждое движение — это вызов, а каждое эхо — предвестник неизбежной схватки. Подготовьтесь к тому, чтобы ваши представления о природе были навсегда разрушены, ведь впереди вас ждут еще более шокирующие открытия.